Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Всем привет! Вы на канале Польза Стримы. Меня зовут Саня, каналу уже год. Основной канал, разумеется, Польза.нет. Напоминаю, что у нас с вами исключительно разговоры о железках. И сегодня мы поговорим с вами о компакте под неймингом Xiaomi 15. Насколько он хорош, есть ли смысл его рассматривать к покупке. Вот он, такой красавец. Завтра будет на него обзор. Сравнивать я его буду, сразу скажу, что с iPhone 16. И почему? Потому что, опять же, все эти претензии на компакты у китайцев, это, как помните, Vivo X200 Pro Mini, который просто мини от Vivo. Тот же самый Xiaomi 15, который, по большому счету, это мини-экземпляр от Xiaomi 15 Pro. Вот он у меня, 15 Pro. И да, относительно 15 Pro он кажется маленьким, но относительно уже яблока он маленьким не кажется. Почему есть смысл их сравнивать в перспективе? Потому что стоимость у них плюс-минус одинаковая. Разумеется, наверное, вам это будет интересно. Если говорить о смартфоне в целом, все компакты греются, особенно на супермощных процессорах. Это дело выбивает у нас 2 миллиона с лишним баллов в Antutu. И сейчас я вам еще раз покажу. Да, 3 миллиона он не выбивает, как кто-то обещал, но 2600 он у меня выбивал. Единственное, давайте еще разок прогоним его и не раз. Не раз прогоним, но это будет все позже. Всем привет! Софья, это, скорее всего, бот, потому что женщин у нас обычно 3-4. Напоминаю, что если кто-то хочет помочь каналу, можете подписаться на телегу спонсорства. Там у меня много контента, но он больше жизни касается, чем железок. И все, в принципе. Прожарки еще чего будут, сразу заранее говорю, что Xiaomi 15 Pro, Honor, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8, Realme 14 Pro Plus. Это то, что мне отправили. Mi Pad 7 у меня завис на таможне уже 10 дней. И не забывайте подписаться на этот канал с колоколом, для того, чтобы не пропускать наши встречи. Встречи нужны в первую очередь для того, чтобы отключиться от всяких драматичных штук, которые вас и меня поглощают, потому что здесь у нас исключительно обсуждение железок. Если что-то вам интересно, чтобы я приобрел, можете писать сюда в чат, потому что часть из того, что вы пишете, я приобретаю, и потом вы видите на основном канале обзоры. Саня, White Cat, Ренат, Йорс, Красава, Чин-Чин, Евгения. Напоминаю, что еще раз, уже исходники фоток на это дело, больше 200 фотографий давно в моей личной телеге. Телеграммов у меня много, поэтому, чтобы вас не грузить, я просто скину ссылку и все. А так, кому надо, тот и туда подписывается. Смарт меня порадовал. Сказать, что он был не очень, нет, он очень даже хорош. И не просто имеет право на жизнь, а имеет право на очередную... Так, мне кажется, кнопка не та нажимается, и поэтому... Так, подключение к MacBook Pro. Все. 5 секунд. Вот сейчас я скину. Вот здесь ссылка на 200 с лишним фотографий. Хорошего стрима. И вам отличного. Не забываем прожать лайк все, кто дошел. Безумно рад вас всех видеть. Magic 7 Pro вряд ли будет прожарка, потому что я его не продам. Честный обзор, я вам заранее говорю, вы его не продадите никогда. За даже Ну, то есть тратить 30 тысяч на обзор я пока думаю. То есть если я эти еще получилось у меня купить по жирной цене, ну, то есть я потрачу, там, не знаю, потеряю 15 тысяч, скорее всего, на этом смартфоне максимум. Если на айфоне брать, то я вообще на нем десятку потеряю даже через год. То Honor это то, что никому не надо. И тем более флагмана. Приобретать флагмана от Honor это такое себе. То есть сказать, что это не камильфо, это просто, ну, как минимум глупо. А как максимум, я понимаю тех, кто делает на них обзоры. Это естественно. Почему? Потому что, ну, допустим, тебе предоставил производитель. Почему не сделать? Правильно? С другой стороны, я не хочу, чтобы Honor мне что-то предоставляли. Почему? Потому что так честнее. То есть я покупаю то, что гипотетически могу продать. И Magic 7 Pro я продать, ну,
С таким дисконтом он мне выйдет. Когда уже я все пообозреваю, даже Red Magic какие-нибудь там, вот у меня, для примера, планшет от Red Magic. Я его купил, но я его продам плюс-минус те же деньги, может чуть-чуть дешевле. Honor — это тема, которая продается потом за копейки какие-то, так же как Sony. Вот. Дмитрий, нет, но здесь есть очень много ломбардов, и я туда их отдаю, а то, что не отдаю, улетает в Россию, и там продается быстро достаточно на Авито. Но опять же, говорю, какие-нибудь Vivo и все остальное продается очень дорого. Мне сегодня, кстати, с претензией человек написал по поводу продажи чего-то. У меня нет магазина. Еще раз, у меня нет магазина партнера. Нету. Никаких. Никаких. Вот. Ну, опять же, окей, есть маркетплейсы. Яма и Али. Относительно партнера. Но и как бы так. Так же, как я могу, в принципе, и любые другие размещать. За сколько купил? Давно купил. Не помню уже. Так, подождите, у меня какой-то лютый трабл с Wi-Fi. Надо отключать устройство. Потому что у меня сеть с ума сходит. 5 секунд. Обычно, когда сеть сходит с ума, это значит, что тебе надо отрубить все от Wi-Fi. У меня Wi-Fi нельзя менять. Все. Вот сейчас будет норм. Должно быть норм. Саня, приветствую. Насколько далек Steam Deck обзор? Далек? Ну, не знаю, далек. А что я нового вам расскажу? Вы понимаете, проблема в том, что если телефонами я пользуюсь, то всеми всякими Steam Deck'ами я, допустим, для себя даже не вижу вариант. Я сделаю обзор, я ж купил. Просто вы мое мнение какое хотите? Компьютер — это хорошо, ноутбук — хорошо, PlayStation — хорошо, телефон — хорошо. Пломб, а какая разница 6? Ну, дропнулся. Окей, это также можно сказать, что Huawei 70, Puro 70 Pro стоит сейчас 43-45 бэушный. Хотя iPhone 16 бэушный 45 не стоит. Но магия-то в том, что они его продать не могут за 43-45. То есть ты понимаешь, то есть ты, то же самое с Honor, ну купишь ты его. То, что ты ценники видишь по дропнутой цене, это не значит, что его продают. Это значит, что он висит по этой цене. Я-то говорю, как человек, который, не знаю, потом будет это дело продавать, а деньги ну, я говорю, даже не очень хочу рассуждать. Лучше R5, Софи. Вам сколько лет? Евгений, а зачем, если я в скупке иногда даже продаю дороже, чем я покупал? Еще раз, мне 41 год, ютубом я занимаюсь 7 лет, достаточно эффективно, ровно, назовем это так. То есть можете посмотреть мою статистику. Я звезд с неба не хватаю, но я разбираюсь в том деле, которое я делаю. Во всяком случае, до той степени, чтобы функционировать и в какой-то мере не уменьшаться по, во всяком случае, количеству контента. То есть, если вы посмотрите, 840 люксов нормально. А если вы посмотрите, то у меня железки-то как были интересные, так и остались. FX, FLX. Почему я не отвечаю? Не отвечаю, что лучше. У меня есть топы на канале. Если вы хотите узнать, что лучше, через донат только, и все. Донат обычно никто не посылает, поэтому я его не проверяю. Как бы 2 в 1. Так вот, я хочу, чтобы у меня смотрели топы. И я не хочу выбирать из тех смартфонов, которые вы мне предлагаете. То есть, если бы у меня спрашивали, что лучше до такого-то или хорошо ли вот это, да. А если вы у меня спрашиваете, что лучше для вас, ну это... Так, давайте без того, чтобы я обижал публику. Не перекладывайте ответственность на кого-то за ваше решение. Хороший ли телефон Samsung S24 Ultra, по-моему, спросили? Да. Хороший ли телефон OnePlus 13 в глобале? Да. Можно ли их сравнивать? Нет. Только если вы школьник до класса так 9-10, тогда да. Во всех остальных случаях у вас не должно быть вопросов, что покупать. В 99% времени. Софи, вы меня пугаете. Вам лучше купить iPad.
Чтобы поддержка... Тун-тун. Ну, логично, но опять же, вот мне нравятся статы. Вы видите, как серовозы пиарят стату из Китая. Ну, из разряда там Huawei лидеры, потому что их на заводах раздают, чтобы люди пользовались. А по факту в России сейчас уже из-за рекламы, опять же, техно-лидера, там 20% рынка, по-моему. То есть, и ты такой смотришь, я сейчас вам даже скажу, я заскринил вчера. Мне просто было интересно, до какой степени. Следующая стадия будут уже скрины с Зимбабве посылать. Это просто так и смех, и не смешно уже вроде даже. Ты смотришь такой, думаешь, ну за кого людей держат? Ну, на китайском мы стали разговаривать, что ли? Откуда вот это вот статы из Китая? Зачем статы из Китая в России? Будет ли обзор на iPhone SE 4? Конечно, да, когда он выйдет. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что дошли. Ну да, Йорс, как бы я их не хейтил, как бы они у меня не покупали рекламные обзоры, де-факто Текно с Infinix, которые вошли с ноги, они за счет того, что люди не смотрят обзоры, а они доступны на всех маркетплейсах, во всех магазинах, они прям порвали всех. Александр, привет. Андрей, привет. Тошо, вот перемотайте на начало стрима, я не отвечаю на такие вопросы. Микс, привет. И это абсолютно нормально. Это трата моего и вашего времени. Ну и плюс унижение. Ваше же. На Huawei FreeBuds 4 Pro, думаю, через дня 2-3. Вот. Конечно, да, Александр. Там, ну, разблокировать, как я знаю, можно, но не просто. Shadow, вас реально это интересует? Вам больше не о чем подумать по поводу Поко, почему там силикагель? Ну, я рад, что вас из-за железа интересует в первую очередь его упаковка. Это уже какая-то новая стадия в блогинге, но я пока не дорос до этого, простите. Мне есть чем заниматься, кроме как разглядывать, есть ли там силикагель. Есть упаковка, и чего? Она в вакууме, по идее. Я не знаю, я на заводы не катал. Вы спросите у блогеров, которые катали. Многих же возят на заводы. Можно вытащить, кстати, из коробки эти, как их называют, картонку нижнюю. Может быть, там что-то будет? Нет, ничего нету. Зачем сюда силикагель, если здесь все сухо? Я, в общем, не совсем понимаю. Так это обычный OEM год, кома. Это обычный OEM. Что значит нравится? Нравится ли мне OEM? Да неважно, на заводе сделали, на каком-то китайском наклеили кома, и окей. Это же не Угрина, не Базеуса. Это OEM. Нравится. Я не знаю, что конкретно вы имеете в виду. У них слишком много OEM-ных товаров. Китайские Xiaomi еще отсутствуют, да, в глобале, поэтому необходимость узнать, что там с глобалкой, нулевая. Напоминаю, что Redmi Buds 6 Pro начали наконец-то продавать на Алихе. Мне они пришли в подарок к набору Redmi Note 14 Pro Plus. Артур, проблема в линейке S20 не то, что они стали делать плохие смартфоны, то, что у вас просто кончились деньги. Чаще всего так оно и есть. Если бы вы получали в евро, фунтах или долларах, вот у меня люди, которые зарабатывают, получают зарплату в валюте, им наоборот нравится, потому что они становятся все дешевле. То есть и самсы дешевые, ну то есть в долларовом эквиваленте почти все становится дешевле, вы заметьте. И да, вы, может быть, хотите от них, чтобы они вас в космос отправляли. А чем он хуже? Или вы один из тех людей, которые пользуются Bluetooth этим кнопкой, да, и жестами? Ну, круть. Я так не считаю, потому что каждая, с одной стороны, 450 люксов. Ну, главное, не вырубился. Я сейчас объясню вам свою позицию по поводу Samsung. Смотрите, прошлая версия, внешне они не отличаются. Но в прошлое мы получили матовое стекло и просто отличную автономность. И
там были свои приколы. То есть там были свои плюсы относительно 22-й. Потом, если кто-то когда-то помнит еще, когда были официальные магазины Samsung, может они и есть. Их меняют сейчас, то есть если у тебя есть старый на новый, за копейки. Трейд-ин у Samsung просто шикарный во всем мире. Нереально шикарный. И когда все с пены у рта доказывают, Samsung там в каком-то месте, откройте мировые продажи. Хватит смотреть Конго, Зимбабве или еще что-то, что советуют вам смотреть продавцы. Такие страны, как, допустим, Китай, они подтасовывают, я уверен, данные на 100%, потому что у них есть материнские компании, материнские, которые поддерживаются государством. Может быть, я не прав. Но, опять же, у меня там знакомых достаточно много живет, и я знаю, каким образом там распространяется техника. А когда тебе в таких объемах выдают технику на завод 4000, допустим, хуавеевских смартов, на стату, а таких заводов 1000, это эгегей как влияет. Вот. Или как, когда мы будем говорить, что Tecno и Infinix лидируют в Африке, нужно помнить, за счет чего они лидируют. Что они супер дешевые, это кнопочные телефоны, потом еще за счет чего, правильно, что у них камеры настроены под темный цвет кожи и бесплатная замена, по-моему, смартфона в течение месяца. У них какие-то там супер темы были. И когда все говорят там, яблоко загнулось, Samsung вообще хана, у людей просто нет денег на них и все. Это чисто диванная экспертиза. Смотрите на IPO, смотрите на то, сколько эти компании стоят и сколько они продают в мировых масштабах. А не вот это вот серовозная истерия из разряда «вот они послезавтра уже загнутся». В каком моменте времени, в каком месте, в какой вселенной? Артур, если вам что-то нравится, это просто вам что-то по карману. И все, чаще всего. Когда тебе что-то... Ну, я не знаю, как объяснить. Есть лидеры рынка, есть догоняющие. Samsung и Яблоко объективно лидеры рынка. И по технологиям тоже. И все. Допустим, я не обозревал Vision Pro от Яблока. И считаю, что это супер дорого, и смысла в нем, ну, для меня конкретно, как для пользователя, мало. Но технически, а у кого еще есть аналог из брендов? Samsung такое сделал, или Xiaomi, или Huawei. Никто же даже не копает в эту сторону. А там, ну, согласитесь, виртуальные шлема – это перспектива. Понятно, что мы можем другие бренды вспомнить, но де-факто. И это бренд смартфонов технически. То есть мы знаем как смарты и ноутбуки. И то же самое по поводу самсунгов. У кого есть аналог с стилусом? У кого остался в 2025 году, в 2024 году? Ни у кого. И все. Радуется, я радуюсь, что они пришли на нормальных сразу процессорах. Не устраивает маленький объем аккумулятора. Артур, вас же никто не заставляет их покупать. А еще какие вам не нравятся бренды? Давайте это еще обсудим. Мы вообще сегодня прожариваем Xiaomi 15. Я просто чумею. Имеют Vision Pro. Аналог, да, Hypervines. Я имею в виду, что то, что продается. Вопрос не в том, как они могут снимать, и вопрос в масс-маркете. То есть кто-то уже зашел на этот рынок. Допустим, яблоки уже зашли. Да, сколько брендов уже ушло, а самсы еще рулят. Артур, я не отвечаю на вопросы, что лучше. Есть топы на канале, можете приходить на форумы. Будет ли обзор на Redmi Watch 5? Так есть. Разве нету? Почему? Почему их нету? Вы же в курсе, что канал Польза.нет? Ну-ка. Вы имеете в виду не актив, а полноценные? А где их, кстати, сейчас стали продавать? Сейчас 5 секунд поищу. Конечно, будет. Делит, если вы не умеете пользоваться Гуглом, вам не стоит сюда приходить. А так я вам спойлерну, когда вы начнете заинтересоваться техникой, вы узнаете, что обычно во флагманах ИК-порты прячут уже в камерах. То есть вот здесь в блоке. И уже давным-давно в флагманах не запихивают их наверху. Подождите, я же делал на них обзор. Или нет?
Не может быть такого, чтобы я на Redmi Watch 5 не делал обзор. Прикиньте, да. Это опозорище. А почему такая тема, что 2900? Это, наверное, все-таки Redmi Watch 5 актив. Не верю я, что Redmi Watch 5... актив. А Redmi Watch 5 глобалка уже... Да, актив. Подлецы. Да, это актив. Обычную девятку. Спасибо. Спасибо за наводку, сегодня куплю. Вот я про это и говорю. Вот для этого мы и делаем такие встречи, чтобы вы знали, какие новинки есть, и я знал. Огромное спасибо всем, кто пришел. Не забывайте прожать лайк. Если хотите помочь каналу, можете подписаться за звездочки в телеге на мой персональный канал. Новенького чего завезли? Да нет, никогда не стоит переходить через один всегда. Надо. То есть смысла переходить не через один нету. Даже как на яблоках только был смысл с 14 на 15 переходить. Из-за Type-C-шника, и все. Перепрошивать пока, думаю, нет. Можете шить. Но вообще пока изначально он на глобалке. Вы имеете в виду на кастом? А зачем? Кстати, не везде есть Redmi Watch 5. Чистокровная. А здесь долго ждать. Ладно, поищу. Но вообще спасибо за наводку. Сегодня, наверное, закажу их. Беленькие. Прогон первый, прогон второй уже. Прогон второй Universal. Ну и опять же, нечего от него чего-то хотеть. Это компакт. Компакты всегда будут плюс-минус такие же. Купил OnePlus 3 наушники. Ну хорошо. Разве плохо? Нас 220 человек в онлайне. Неужели палец тяжело вверх поставить, друзья? Уникальный контент. Жарю все. Приходим общаться. Форсируйте. Рано или поздно здесь окажется ваша железка. Будем мотивированы, будем лучше обсуждать. Чем больше людей, тем больше мнений, тем лучше. Indonation Alerts хорошо, если кто-то там чего-то... Если кто-то донат кинул, напишите. Я обычно даже не проверяю, потому что раньше обычно никто его не кидает. Вот и все. Прошло 22 минуты. Был обзор на Redmi Watch 5 Lite. Да, на Redmi Watch 5 не было. Так, не хочет заходить. Наверное, сразу 5 опять зайдет. Не хочет. Да, уже привык. Redmi Watch 5 БУ. Как они могут быть в БУ, если они новые только появились, Алексей? Мне кажется, что это какая-то балбутень странная. То есть они только-только появились. Нет? Это разводняк. Первые появляются новые, а потом уже появляются все остальное. Перепроверьте там, скорее всего, активы. Топ-10 на канале до 50. iQOO Neo 10 будет больше. Полноценная Redmi Watch 5 глобалка. Кларк, скинь мне в личку, где ты видел полноценную за пятнашку. Потому что я вижу глобалку за 9000 на Али. Откуда? Откуда такие цифры? Откуда такие цифры?
Я, кстати, не включаю музыку, хотя будет более атмосферно, потому что в прошлый раз мне стрим забанили в итоге из-за музыки, даже которая не имеет авторских прав. И в итоге, может быть, я еще поищу и скину, но пока вот так. Вот здесь Redmi Watch 5, глобалка. Их, кстати, море. 9 в районе 9 все. Дней 5, как по фото вижу, неактивно. Как называется ваш аппарат, который был в видосах съемка одним кадром? Съемка одним кадром у меня на смартфон все время ведется. Вы чего? На тот, который я обозреваю. Это не фотоаппарат. А фотоаппарат у меня Sony Z10VE, на который сейчас идет стрим. Второй Sony Z10VE, Sony FX3. Чин-чан Чоу, да. Не забывайте прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Как у OnePlus 13 автояркость? Я про это говорил, что у них есть глюки подобные. В максимальной яркости. Видите, вычувствительно получается. Не только у них, это из-за, мне кажется, андроида. Я не только у OnePlus это видел. Хотя OnePlus 13R и OnePlus 13, по-моему, самые в этом смысле были заметные прыжки. Что по нагреву? Говорят, не очень сильно греется. Ну, я вот второй прогон, он, по идее, должен там чуть ли не 50 показывать с его корпусом. А он показывает 44, 45, 46, 46,2. Но учитывая, что у меня отключен кондиционер, обычно я с ним сижу. Ну да, Кастро. Так я про это и говорил. Да, полноценная девятка. Redmi Watch Active стоит 3500 где-то. И здесь 42, 43, 44. Нет, это не космос. Мы видели и 50 с вами, кстати. Помним, да? В Азусах. Биколза. Я не отвечаю на такие вопросы, потому что на 100% вам это не важно. Люди, которые их задают, вы сравниваете два девайса, которые вы ни тот, ни другой не купите с нулевой еще и ликвидностью. Умиляют. Вам сколько лет? Я сразу по вопросам могу определить, сколько лет человеку. Вы точно школьник. Это глобальная версия на прожарке? Нет, Юрий, как она может быть глобальная? Вы тоже уже вроде наш, если Global еще не вышел. Как я могу гонять Global, если его еще нет? 300 люксов. Что, третий прогон делать? 63% или нет? Плюсик делать, минус не делать. Пока включил. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто дошел до стрима. Неправильно выразился. Я знаю, что телефоны. Просто в одном видео в Малайзии, сколько помню, у вас был еще большой фотоаппарат. Sony FX3. Lenovo Y 2025 у меня есть. Борис Байк я не купил, потому что T-Max, там была мутная схема. Мне не понравилось, как его покупали. То есть это был перекуп. И он в первый день отказался оставить его чувакам. Ну, точнее, там история была простая. Он приехал. Я говорю, поехали в салон, нам переоформят. Они сказали, байк из Бангкока мы переоформить не можем, но вот есть контора, едьте туда. В конторе сказали 7,5, ну, проще говоря, 20 тысяч рублей надо заплатить за переоформление. Я говорю, окей, я заплачу сам. Он говорит, я не могу оставаться, отдай мне деньги, типа, и сам потом проверяй и переоформляй. Я говорю, нет, приезжай завтра с утра. Он говорит, я не приеду. Я говорю, ну, уезжай. Вот, он уехал, ну, и, соответственно, у меня сгорел депозит 30 тысяч рублей. Пишет, что я, типа, приеду. Я говорю, так, ну, я пишу, а в чем проблема? Почему мы сразу не договорились, откуда байк? Там, документы, т.д. и т.п. В итоге оказалось, что он его забрал у типа, который должен был банку. Я местное законодательство не особо понимаю, и мне очень не понравилось. Я договорился с ним послезавтра, типа, приезжай, я у тебя его куплю. И он на следующий день мне пишет, я уже еду. Я пишу, нет, спасибо.
Вот, и все. И мутная схема. Притом я покатался на Т-Максе, он не особо отличается от X-Max, кроме тем, что у него практически нет багажника. И это прям безумно неудобно. То есть, первое, это какая-то муть. Если бы был в тот день, когда он приехал, он хотя бы как продавец, у него магазин. Он бы мог мне сказать: чувак, байк с Бангкока, ты в другом регионе, сделать надо вот так, вот так. Я приеду с утра, ты заплатишь столько-то, я оставлю байк. Ну, они проверят, там за час они в полицию катаются, час-полтора. Они проверяют, говорят: мне все хорошо, я перевожу ему деньги, дальше уже занимаюсь переоформлением. А он, получается, мне ничего не сказал, проморозил мне мозг сутки, и не понравилось мне все это. Потом встрять с байком, еще и объяснять, что ты его не украл, довольно плохая история. Universal, спасибо. Саня Рублевский. Нет, меня не кинули, потому что я в итоге не купил ничего. Подскажите, пожалуйста, на что менять F3? Топ-10 адская, да, жесть. Вы с таким ником можете идти куда-нибудь на другой канал. Я вот не понимаю, люди вообще друг друга не уважают. Зачем делать ники, которые могут кого-то оскорбить? OnePlus Pad 2. Зачем? Уже скоро третий выйдет. У меня какая-то, говорю, темная полоса с этими OnePlus, с падами, потому что Mi Pad 7 у меня остался на таможне. Опять, если вы поедете куда-то и будете использовать UPS, UPS самая днищенская контора на планете. Они у меня уже замылили, из 6 раз, что мне посылали, 6 раз эти люди сделали так, чтобы я посылки не получил. Я не знаю, почему мне их посылают. Нет, не будет, Андрей Олегович, возможность сравнить с третьими Pro. Шипс Диман, но дело в том, что я просто заранее сообщил, что у меня стрим. Приятно тебя видеть. София — это бот. Вот в чем прикол. Кстати, обученный бот. Чинчон, ну там опасненько. Но не буду делать заключения. Алексей, я не знаю, кто здесь продает. Я знаю, что они только-только появились на Али, и где их достать в другом месте мне, в принципе, не важно. Руслан, я не отвечаю на подобные вопросы. Обычно люди, которые их спрашивают, они, в принципе, не способны выбирать, и они ничего не покупают. Потому что я не верю, что если у вас есть 30 тысяч рублей, вы просто приходите на стрим и спрашиваете: а что купить? И вам кто-то говорит, какой-то чувак в очках: иди купи это. И ты такой: да, я побежал. Но это обычно делают школьники, которым, ну, у них прям вообще просто им нечего делать. То есть вы не можете не посмотреть, школьник не может ни посмотреть обзор, ни посмотреть прожарку, ни посмотреть топ, ни зайти на форум. Он как раз приходит на стрим и спрашивает абсолютно детские вопросы. Oppo Find X8 будет прожаркой, Oppo Find X8 Pro. Статус PUBG Clan, спасибо. Sony FX3 сколько стоит? И Рубин, я не знаю. Я покупал его 3 года назад. Он как стоил, так и стоит. Но я уже столкнулся с тем, что я когда летал в Японию, в Токио, я пришел в сервис-центр Sony, он у меня упал, и у меня микрофон не подключается через... То есть подключается только через платформу, не подключается через само микро. Ни микрофон, ни наушники. Попросил заменить, говорю, любые деньги. Они мне сказали 2 недели с лишним. Я говорю, у вас самый большой, ну, прямо официальный некуда. Основное здание Sony. Я говорю, вы можете как-то ускорить за какие-то деньги? Нет. Ну и все. Запчасти они тоже продать не могли. Вот такая вот. И посоветовали мне Sony не покупать в других регионах, потому что нормально их ремонтировать не могут. Очумедная самореклама просто. Но я все равно покупал ее Sony. И, скорее всего, куплю еще Sony ZV E1, по-моему. Тот, который может снимать в 4К 120 FPS, пусть даже 1,5 минуты. Как твое мнение о медиатеках? Улучшается? Нет. Но они, по-моему, больше даже продают, чем Qualcomm? Нет. Строго мотивейшн. Спасибо, что пришел, спасибо, что смотришь. Но у нас стримы в первую очередь это способ коммуницирования. То есть мы общаемся здесь.
Вы приходите, делитесь мнением. Если это мнение никого не оскорбляет, вас не банят. Вот. И оно меня радует. Видите, мы, допустим, что, к чему пришли? К тому, что я сейчас, когда стрим закончится, куплю Redmi Watch 5 за 9. Donation, сори. Все. Так, понеслась. Михаил Павлович, Poco F6, Xiaomi 13T или Poco X7 Pro. Я бы купил, чтобы сэкономить Poco X7 Pro, лучше Poco F6. Вот. Хочу купить, но опять же, они сейчас в одни деньги. Но сейчас выйдет Poco X7. Хочу купить китайскую версию Anonymous Q12 за 40 тысяч рублей. Стоит ли играть в свечи? А почему нет? Аноним. Ну посмотри обзоры, там тоже есть свои минусы. Все. 2 доната по минималочечке. Доброй ночи. Смотрели ли вы аниме и те, с которыми покупали товары? Сформулируй. Не понял. Артур, я еще раз повторяюсь, я не отвечаю на детские вопросы. Только школьник может спрашивать на стриме, что ему купить. Взрослый человек, взрослый дядя с мозгами и деньгами не будет опираться на просто фразу «лучше Vivo» или «лучше 200». Что? Вы серьезно? Либо, ну я оцениваю тротлинг, я рад, что приходят школьники в таких объемах, но хорошо. Топы есть на канале, стримы есть. Есть даже форум, мини-чат. Там можете пообщаться с народом и спросить. Сколько по времени снимают, роняют ли кадры? Зам, потому что не было флагманов. Вот и все. Ну и отклика. Вот вы первый, кто за месяц заметил, что я это не делаю. Я же так делаю только с флагманами. Ну или опять же, вот смотрите. Sony ZTE Nubia Z70 Ultra, зачем мне его так еще тестировать? Ну, он просто шлак, по моему мнению. То есть, вполне возможно, это топовый смартфон. Но мое субъективное мнение, что он плохой. Зачем мне его еще как-то гонять, если он везде во всем плохой? Понимаете? А почему я не проверяю в 4К 30 FPS смартфона, а чего их там проверять? По поводу Poco я их еще гонять буду. Вообще все, что вы у меня видели последние, там, не знаю, месяца 2, я их еще буду гонять. Рустам. Да, если бы, Рустам, они еще спрашивали что-то полезное. А так просто забивают чат очень часто. Михаил, если я куплю глобалку, то буду прожаривать. Если не куплю, прожаривать не буду. Что логично, правильно? Телек, а вы знаете, что такое Google? Или Яндекс? Вы можете вбить, в принципе, в поиске и очень сильно удивиться. Поиск многое ответит. Когда, что будет выходить. Интересно посмотреть разницу между Xiaomi 14 и 15. Нет смысла. Я даже без вот разницы. А какая вам нужна разница? Между поколениями, между одним и вторым не особо всегда разница есть у флагманов. Если, ну, иногда она даже в худшую сторону. Как там у ZTE-шников как раз этот психоз был с Nubia. Посоветуй лучше смарт-часы, по твоему мнению, до 15 тысяч. Аноним, ты прям столько кинул, что тебе можно было сэкономить просто и ничего не кидать. Я недавно кидал баланс. Вопрос для андроида. Ты понимаешь, что... А ты уверен, что они тебе нужны? Давайте я развернутый ответ дам. Если ты будешь брать часы, до них нужно купить Mi Band. Xiaomi Mi Band какой-нибудь там или Huawei Band 9. После этого ты что делаешь? Ты прикидываешь, может быть, у тебя какой-нибудь смартфон Redmi, и тебе не нужно с них звонить там, и ты не будешь этим реально заниматься. И ты покупаешь себе такие же либо Realme Watch там за 3 с копейками, либо Redmi Watch 5 актив за 3 с копейками, ходишь с ними. Когда хочешь уже повышения проблем и радостей, ты покупаешь себе Huawei Watch 4, допустим, за 10 с Авито или еще где-то, или с Ямы, или еще с чего-то, там, с Али можно. И дальше уже настраиваешь их под свой смартфон, потому что все равно там свои особенности. А так, разумеется, если у тебя самсунговский смарт, ты покупаешь до 15 тысяч, не купишь нормальные часы под него. То есть, либо Amazfit, либо Huawei, либо Xiaomi Watch S2. Но опять же, если у тебя Xiaomi телефон. Во всех остальных случаях оно тебе надо? Задай самое главное. Вот может я тебе с этим делом сэкономлю деньги. Надеюсь, ответ был максимально развернут.
По качеству, долговечности и других нюансах между фотоаппаратами Canon и Sony есть большая разница. И не знаю, спокойный человек, у меня был D3120, и после этого только соневские фотики. 5 секунд, я воду возьму. Потому что налил себе только чая и кофе. В итоге язык заплетается уже через 39 минут. Артур, я даже не понимаю, о чем вы теперь пишете. Вы понимаете, сколько сообщений? Посмотрите, сколько сообщений в чате приходит. Смотрели ли аниме? Замечал у вас на обзорах фигурки? Да. Когда было время, до YouTube много чего смотрел. Но, разумеется, там какой-нибудь... Я не знаю, они сейчас запрещены или нет. Потому что в ВК вроде бы везде анимехи все есть, а я в новостях читал, что они запрещены. Или это типа запретили все сайты, кроме ВК. Вот, мини-реклама ВК, кстати. Хотите запрещенку, там ее прям море. Я не про аниме. Кладезь просто всего. Никакой не нужен этот. Никакой Даркнет не нужен. Просто заходите в ВК и чумеваете. Ничего покупать не надо. Все есть на ВК. 303 люкса. Норм. Ждем, когда остынет. Главное, не вырубился. Главное, ничего с ним. Ну, там съел он 8% заряда на третий прогон. Ничего критичного и много антута он не потерял. 42 градуса. 44 градуса. Терпимо. Старик умер. Так, выбираю S24 Ultra. Фантазер выбирайте. Я в вас верю, поддерживаю. И все. Араи. Значит, вы очень далеки от того, как там искать. Есть даже расширение в браузере специальное. А еще есть бешеное количество групп. Запрещенки там больше, чем вы думаете, стало. Ха-ха, такие наивные. Это хорошо, что вы не знаете, кстати. Главное, детей подальше берегите, потому что они знают, как там что искать. Они знают, к сожалению, лучше, чем мы, как что-то где-то искать. Артур, вы забанены. Я даже не понимаю, о чем вы пишете. Вы спамите второй раз один и тот же комментарий. Это Степ. Насколько хватит Xiaomi 14T? Не знаю. Если вы его сбросите с 30-го этажа, его хватит ровно на то время, пока он летит. Если вы его не будете распаковывать, я думаю, на 1002 лет. Что за подставка? Обычная Уланзи. Но у меня много подобных, не только Уланзи, кстати. Мне почему-то как-то этот бренд импонирует. Они друг друга копируют. Huggies, вот видите, вот такой еще вариант. Потому что до этого у меня были металлические громоздкие. А эти прям простые и все. Здесь, понятно, резинка, но она тоже помогает, мне кажется. Хотя не факт, что помогает отводить. Когда прожарка со 25-х Samsung? Шипс Диман. Короче, я узнал, что, оказывается, мне не 29 числа их отправляют. То есть не сегодня, а только 5-го. Я так и не понял, как мне их отправят, но я их купил. S25 и S25 Ultra. Ничего плохого, что... Вот так после последней обновы будешь тестить? Вроде камеры поправили. А у меня зачем? Мне хватает контента. Когда все будет плохо, я буду, скорее всего, тестировать по второму разу средний эшелон. Нет, Серж, кому он нужен? Серж, Honor никому не нужен. То есть, допустим, по моему опросу в телеге, притом он был мотивированный из разряда того, чтобы Honor победил. Только 2%, вдумайтесь, 2% людей, которые интересуются техникой, в моих 3 телеграм-каналах суммарно. И да, можно сказать, они небольшие, но, допустим, ТГ скидок 117 тысяч. Я ее там, не знаю, 3 года у меня льется туда народ. И все, у меня там розыгрыши, а у меня там даже розыгрыша нет. То есть технически просто надо быть на нее подписанным, но учитывая количество комментариев, мне кажется, это делает человек только 600. И вот среди этих людей только 2% выбрали бы Honor. Выбрали бы они из этих 2%, кто интересуется техникой, Honor X9C? Нет. Вот 100%. Или вы их с рекламной кампании у них. Я, кстати, вот рекламщикам, если рекламщики кто-то смотрит от Honor, друзья, чем агрессивнее у вас пиар, чем более топорнее и тупее подход, тем больше отворачивает покупателей и зрителя. Вы демпингуйте ценами и тем, чтобы маленькие блогеры, чтобы это было выгодно купить.
чтобы выгодно было купить ваш смарт. Перестаньте втирать дичь и тратить деньги безумные на рекламу. Или вам просто их надо отмыть. Вы просто сделаете дешевле всех. И все. И народ начнет покупать. И сами будут друг другом делиться и обозревать. Все эти приколы с неразбиваемостью, это любой смарт за 10 тысяч рублей можно также помучить. Такая дичь просто. И народ, может быть, это бот. Наверное, бот. Или насмотрелся обзоров. Кому интересен Honor 9X9C? Кто его рассматривает к покупке? Поставьте плюсик. И минусик, кто не рассматривает. Это ж просто позорище. Я просто смотрю, какую они рекламу делают. Это позорище с копипастом. То есть реально на больше у них фантазии не хватило. Им надо было слить бюджеты. Почему сливают бюджеты на рекламу вместо того, чтобы демпинговать ценами? Вот Poco X7 Pro. Сколько они их продали? Десятков тысяч. Никаких не надо было им там никого кормить, никуда возить, ни на какие заводы. Вы заметьте. То есть прикол в том, вот она позиция разная. Вы скажите, а ты топишь за Poco. Ну, а за Redmi не топлю, у них космический ценник. Вы ощущаете плевок? Ну, я считаю, это плевок в лицо покупателя. Сделай нормальный ценник, как у покафонов, и продавай их тысячами, десятками тысяч. Нет, надо раздать друзьям миллионы, чтобы потом приходить, кто-то там приходит на стримы и втирать, пытаться продать оверпрайснутую дичь. Вы стебетесь. Никому не нужно оверпрайснутую дичь. Проблема в том, что они еще и не популярны. И популярными не могут быть. И это просто ржака. Ну, то есть, хоть в глаза, я не знаю, кто там работает. Либо люди просто очень сидели на тяжелых наркотиках, а потом их взяли в офисы тех же Honor и Huawei в России, и они дальше заливаются чем-то. Это домыслы. Может быть, они очень гениальные маркетинговые эксперты, но я как человек, который 8 лет живет в сети, в техно, и больше 5 лет занимается смартфонами, я считаю, что вот эти две корпорации, они делают все для того, чтобы блогеров обычных, которые не у кормушки, и я не хочу у кормушки у их быть, их выворачивало так же, как и зрителей, потому что цена конь. То есть ты сделай адекватный ценник, не надо никакой рекламы будет. Все и сами, мы сами тебя прорекламируем, мы сами купим. Просто я Honor не буду покупать, но это дичь. Honor Magic 7, окей, я купил, потому что там цена была просто халявная. И я знаю, куда в Азии его продать, где его в России продать, я понятия не имею. Денис, я даже сравнивать не буду. Хокио, это обычный Базеус. Кларк, я об этом и говорю. И сравни продажи даже на Алишке того же Honor и Poco. И все. Просто хватит сливать бабло на свои хотелки. Сделайте дисконты. С каждого смартфона минус 3000 рублей. Посчитайте, сколько вы вбухали в бесполезную, тупую, омерзительную, отворачивающую людей, которые интересуются техникой, рекламу. Один раз, вот честно, перед зеркалом. Оно вам надо? Потому что этот позор вы будете нести всю свою жизнь. У вас было 3 года практически, чтобы эти бренды стали топовыми. В итоге топовыми в России по продажам стало Текно. У вас все в порядке. Пролюбить больше 2 лет. Я думаю, хоть кто-то что-то понял из них. Надеюсь, хоть один человек. Но я просто каждый раз смотрю, когда рассылку, я вижу, как у людей отписываются народ. Я вот реально даже рекламу Honor не рассматриваю. Они там писали иногда, и Huawei. Я не рассматриваю, потому что по моему опыту, у них, если им делать рекламу, они как минимум любят, чтобы ты приукрашивал. Я мягко очень скажу. У Tecno нет таких проблем, у Infinix, за что я их очень сильно уважаю. У тех людей это большая проблема. Honor, Huawei, станьте честными, перестаньте сливать деньги на рекламу, и у вас все будет хорошо на российском рынке. И не надо будет скидывать стату с Китая за какие-то баснословные деньги хомячкам, которые должны будут думать, что вот, если в Китае их покупают, я тоже побегу покупать в Россию. Нет, это так не работает. Посмотрите на стату в Россию. Вас мало кто покупает. И все. Да, Шипсдиман. Ну, потому что это вот стопудовый чувак, который вообще либо не интересуется техникой, либо пытается его продавать. Ну, то есть у моих зрителей не может быть вопроса, ну, стоит ли покупать Honor 9C. Но это прям априори его не может быть.
Да, мы уже Honor GT с виртуальным датчиком купили. С медленной памятью. И с однодиапазонным GPS за тридцатничек. За 34 штуки. Без обходной зарядки, как на Neo 10. Без LTPO. И вот теперь еще один Honor к нам пришел. Фартовый нет, почему я игнорщик? Я сейчас забаню вас. Спасибо большое. Еще раз, стрим – это место, где мы с вами уважительно друг с другом общаемся. Если у меня есть и у вас время отвечать друг на друга вопросы, это круто. Смарт остыл, да, я ж беру в руки, как раз пока разорялся. И в целом мы готовы к тому, чтобы его жарить. Так, кстати, пока мы жарили его, в PUBG New State был в фоне. OnePlus, One Love. Xiaomi как там? Да вроде норм. Огромное спасибо всем, кто зашел. Надеюсь, я вас заряжаю позитивом, позитивными эмоциями. А самое главное, я считаю, что все равно первое, что мы делаем, и самое важное, вы не экономите мне нервы, а я экономлю вам деньги. Вот. PUBG будет, разумеется. Да я не помню уже. Да не горит у меня. Да, ничего у меня не горит, красава. Подгорает только чуть-чуть, да? Нет, за Honor не будут баны, просто, ну, это смешно. То есть, я понимаю, что люди разные бывают. Но уж точно не по поводу этого спрашивать. Я же не забанил человека, я просто красочно объяснил, что я не особо верю, что он интересуется техникой. А здесь мы не проверяли, сейчас проверим еще. Ну вы хотите, давайте проверим сразу. Да мне кажется, физически. На этом-то они не экономят обычно. Да, физически. Вот смотрите, неужели надо смартфон за 600 баксов, там, не знаю, за 800 баксов делать, чтобы там был нормальный датчик приближения? Неужели он такой дорогой? Или просто они хотят, чтобы народ бесило, и типа, когда они переходят на флагманы, их уже не бесит? Наверное, так. Так, Ultra X, Height, окей. Save, Start. Безумно рад вас всех видеть. Видите, как происходит, когда мы с вами встречаемся и заранее оговорен стрим. Не забывайте прожать лайк. Да, нас много, и мы в тельняшках. А зря, надо банить. Да не. Honor надо менять подход. Юрий, они не могут. У них просто у них директора очень, мягко скажем, недальновидные люди. То есть я говорю, за те 2 с лишним года, что у них были, когда они могли выстрелить, они не сделали ничего. То есть я как человек, который живет на своем таком небольшом уровне в техноблогинге, я вижу, что они могли сделать то же самое, что сделать Tecno Infinix, уйти с Али, и занять полки в магазинах, и стать востребованными. А они сделали то, что после 2 лет много обманутых пользователей, которые там дедушки, бабушки, тетеньки, дяденьки покупали смартфоны, имели проблемы с Гуглом, ассоциация Huawei с Honor, и да, кто-то продолжает себя бить пяткой в грудь, а некоторые маркетплейсы, где продаются бэушные устройства, просто завалены их устройствами в 2 раза дешевле. И если это в их понимании победа, такая себе победа, потому что люди помнят все, и люди не идиоты, и покупатель умнеет, а они почему-то считают с залитыми глазками, что умные только они. Вот и все. Очень сильно зря, очень неразумно. А зачем мне про ПО что-то говорить? У меня обзоры на смартфоны, программное обеспечение на всех смартах по-разному работают. HyperOS у нас только по-моему, вот здесь. На Poco X7 Pro, который Limited Edition. Все смартфоны дороже $300, а брендов практически все фотофлагманы. Гоняю на Redmi Note 14 4G за... он сейчас 13500, нормальный, да. Нормальный смарт. Нормальный смарт. Не забываем прожать лайк за труды. Огромное спасибо всем, кто пришел. Как меня бесит вот так, когда он долго ищет. Но все бывает, так сказать. Матч фаунд зато. Сразу, видите, со 2-го прохода.
Зато мы сейчас можем есть. Секундомер. Видите, у меня 12i до сих пор Huawei. Я, по-моему, даже уже фотки постил с него. И Honor Magic 7. Кстати, вот самая тема после всех этих моих разорилов показать вам эти два смартфона, да? То есть я допускаю, что они существуют. На их поддержку тратится очень много денег. Молодцы. 54%. 53%. Вот теперь время пошло. Вопрос про обходную зарядку на IQ 10. Ганиев, проблема в том, что если ты задаешь данный вопрос, то тебе такой смарт не стоит покупать. Тебе надо начинать с чего-то попроще. Потому что если бы ты понимал хоть что-то в смартфонах, посмотри стримы, ты бы понимал, что такое игровой режим, правда? Ты бы знал, что в игровой режим можно добавлять разные программы. Попытайся разбираться. Ты в каком классе? 7-й, 6-й? Не без оскорблений, просто вот в какой класс школы? Кто не был близок к провалу? Жесть, Скуф. Жесть просто. Я очень рад, что вы рады. Просто жесть. Почему 53? Почему 54? 53%. Почему я Штирлиц? Ты так и не написал, красава. Рустам, про что жесть? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы про школьника или про что? Вот я специально в школу дропаюсь. Какое 70 Pro? Жужу. Бэушная 43-45 мы смотрели. На прошлом стриме я смотрел 43 тысячи, Puro 70 Pro. Поскольку ее начинали продавать по 90? Или поскольку? Или по 70 ее продавали? По 70 еще терпимо. Так, мне кажется, сейчас меня здесь дропнут. Автоматическое оружие мне надо. Любое есть. Все. Есть смутное ощущение, что он... Так, напоминаю, кстати, у меня там спрашивают, какие лучше диоптрии. У меня единичка зрения. И это очки для... Honor, который 74 тысячи стоит. Не, ну дорого. Ну круто, если у кого-то есть такие большие деньги. Так, тихо. Так, это раз, это два. Все. Опа.
Опа. Как я тебя не увидел. Хорошо, что бот. Маленький экран все-таки не для игр, я вам скажу. После больших ты такой, о. Вот это хорошо залутанный тип был. Да. Но это тоже был бот. Так, не знаю про школьников, но у меня реально муки выбора. Ну, то есть я не сомневаюсь, что в школе тоже есть муки выбора. Для всех остальных есть вон описание. Хотите, прочитайте. Не хотите, не читайте. Делать выбор на основании слов просто какого-то... Ох ты, ёшки! Вот это я неудачник. Гивап. Да все, уже я сам дропнулся. Как тач? Пока норм. Кстати, у меня он не в игровом режиме сейчас. Давайте посмотрим, что у меня с гейм-модом. И почему я его не включил. Games, игре. Кстати, почему у меня игровой режим не врубился? Ладно, пока без него можно поиграть. Но тач не работает, кстати. То есть ему плохо. И Performance Mode включаем. Во всяком случае, он FPS показывает, а остальное все мелочи жизни. Потом разберемся. Только у меня основная камера на стриме лагает. Нет, у всех лагает она. Так я так и не понял, что по поводу Штирлица было. Ты про что там говорил? А, все. Это, короче, когда я на него не смотрю, он может переключаться. Все. Сейчас будет все норм. Что по нагреву? Вообще все волшебно пока. Еще раз, компакты не могут нормально работать. Ну, вот так, дроп далеко сильно от меня. Добрый вечер. Я не знаю, почему у него такие глюки. Давайте я кабель отрублю. Может, лучше будет. Может быть, из-за кабельного хозяйства он мучается. Так. Здесь залутано все. Играешь с подписчиками в PUBG? Какая разница? Конечно, да, почему нет? Но обычно народ не добавляется. Не забываем прожать лайк. Польза, ты и не собирался ничего брать. Не обманывай народ. Всем хорошего настроения. И тебе тоже. Великолепнейшего. Как у кого день прошел? Вообще, кому вам интересен Xiaomi или вы просто увидели, что у нас сегодня стрим? Признавайтесь. Мы вас простим, если вы просто пообщаться. Так, и чего? Я что-то вообще не понял. Вот сейчас у нас какая-то вообще белиберда с этой камерой. Мне первый раз так яблоко глючит на стриме. Очень странные дела. Так, а так я играть не могу. Вот так я могу играть. Так, стоп, здесь бегает кто-то. Так, что он там делал? Я просто увидел превью. Ну норм.
Apple никогда не глючит, говорили они. А ты знаешь еще какой-то смартфон, который просто подключается к ноутбуку того же бренда и становится веб-камерой для стрима? Серьезно? Ну-ка расскажи мне. И в каком моменте времени я не говорил, что он не глючит? Глючит все. Так, ну что? Нет, вот я не понимаю все равно, что с камерой происходит. То ли мне звонят, то ли Wi-Fi, то ли еще что-то. То ли лыжи не едут. Это скорее не он, это MacBook у меня чего-то там хочет. Еще и показывает красным. Насчет глупых вопросов абсолютно согласен с тобой. Описание, другие каналы, ссылки. Для кого ты стараешься? Ну да. Спасибо. Я говорю, те, кто просто... Что ты здесь делаешь, чувак? Давно на канале, они очень сильно удивляются, как полиметаллические нервы могут быть. С другой стороны, для того, чтобы понять, насколько этот мир разный, и что часто очень тебе и с мозгом повезло, ну вот мне, допустим, не повезло с чем? Мне не повезло вот с этим непонятно с чем, с айфоном. Я не понимаю, что с ним. Я просто не понимаю, что с ним. То достаточно зайти сюда на стрим и понять. Экран водопад, экран прямой. Нет, это вот подлагивание все-таки из-за отсутствия кабеля. По кабелю он лучше передает. Может быть, это кнопку какую-то нажимаю. Надо разобраться. Тихо. Нормально в понедельник снова к врачу. Все у тебя зажило или нет? Вторая скоро операция. Все-таки вторую операцию будут делать, да? Ну, плохо. Сочувствую. Лучше бы не делали. Лучше было бы одной. Ладно, Покеда. А босс Покеда. Каждые 2 секунды стрим прерывается. Так у всех? Да, у меня тоже было всех. Все, вроде уже настроили. По кабельному хозяйству он нормально работает. Может, у меня, кстати, блокировка стоит через малое время. Надо проверить. Так, куда мы бежим? Куда-то бежим. Но хочу отметить, 90 FPS он как показывал, так и показывает. Строго Motivation, спасибо, что зашел. Ага, теперь у меня уже глючит, собственно, смартфон из-за Wi-Fi. Теперь лучше будет. Часть удалили, потому что киста большая. Ну, печаль. А из-за чего она была, тебе сказали, нет? Опа. Лутаемся, кто быстрее. Вебка тоже лагает. Это не вебка, это Sony Z10VE. И то норм. Как тебе расположение отпечатка пальца? Шикарно. Мне нравится высокое расположение. Хотя кому-то не особо нравится. Тут тоже на вкус и цвет. Teddy Droid, вы меня перепутали. Я сказал, что я его купил, но мне его не выслали. Вот последний раз мне его выслали, и он в пути. Когда придет, тогда куплю. Ой, тогда расскажу. 14 Pro так и не выслали, кстати.
Работаю почти каждые сутки для того, чтобы племяннице подарить кота. Ложись спать, Айрон. Огромное спасибо, что дошел. А вы уверены, что племяннице нужен этот кот? За ним потом ухаживать и еду покупать, и еще много всего. Может быть, как раз он ей не нужен? Может, телефон ей подарить лучше? Или ноутбук? Александр, глобалок не вышло. Ну, пользуйтесь вы чуть-чуть поиском. Мозг, поиск в интернете, новости. В каком моменте времени людям отключили интернет для поиска чего-то там? Так, все, 40, отлично. Мне кажется, что он просто продает Honor. Вряд ли он купил Honor Magic 6 за такие деньги, 6 Pro. Вы прикиньте, сколько всего можно за 76 штук купить. Вообще. О. Здесь уже все пробежались, пролутались. Единственное, что можно поискать, это броню. Попытаться. Можно пулемет взять. Удачного стрима, спасибо большое, старик. Игорь, привет, лаги, конечно, жесть. Ну, дело в Wi-Fi. Сейчас попытаюсь разобраться, может быть, еще пару устройств отключу. Может быть, в них дело. Да, раз. Когда много висит на Wi-Fi тем, звук не лагает. Я вижу, к сожалению, что лагает все 5 секунд. Сейчас вроде должна отрубиться. И все. Все. Точнее, все должно начать работать нормально. Все, лагов нет. Нет, лаги все равно есть. Не знаю, в чем дело. Могу догадываться, может быть, вот это надо еще сделать. 5 секунд. Да, все равно какая-то лабутень с... Сейчас я вывод настрою на 10 тысяч килобит. И будет норм. Не будет лагов. 12. Раз, два, три. Окей. Саня, помнишь, я помню пользы. Ты забанен, ты меня уже замучил просто. Есть лаги. Так. Сейчас их не будет. Качество будет не очень... Что ж такое? Что... Очень странный стрим, да? Так, и... Да, нет, так у него же завтра не операция. Дмитрий, еще раз объясни. То есть завтра у тебя операция или нет? Или завтра ты идешь и тебе назначат операцию, правильно? Так, и вот так. Нету лагов, все. Победили. Не забываем прожать лайк. Видите, лаги закончились, народ ушел. С лагами интереснее было. Есть лаги. Минимальные, может быть, потому что я вижу 12 тысяч. Так, и пулемет.
Тройку, четверку не вижу. Завтра нет. 3 числа к стоматологу. Может, рассосется все-таки. Иногда бывает такая тема, что рассасывается, и потом все окей. Опа. Ёшки. Планирую брать OnePlus 13 Global. Хороший. Вот на такой вопрос я могу ответить. Каждый год на работе выдают новый смарт. Круто. Как же тебя ревайв мне? Просто любомозг. Четверка пошел отстреливаться. Саня на стримы. Да от чего терапия? Это... Ну хорошо, если тебе заходит, я рад. О! Ёшки. Поднимет он меня, нет? Спасибо. Очень неразумный чувак. Заехал. Граната. Еще один. Мне просто такое ощущение, что решили это устроить какой-то лютейший рандом. Так. Опа. Я не пойду туда больше. Зачем он туда идет? Ох ты, ёшки. Ёшки, желтенького увидел, но ничего уже сделать не смог. Так, а камера уже давно отвисла, да? Ну и норм. Камера отвисла, я все равно проиграл. Вот что с этой камерой? Что с ней? Что? Почему? Почему такая белиберда? Уже вроде все. А, потому что мне что-то пришло. Так, а может быть я вот так сделаю? Fly mode, и тогда ничего не будет отрубаться. Я не знаю, что делать. Короче, я погиб
Время прошло. Сейчас скажу сколько. 25 минут. 25 минут. И процентов здесь 45. 45. По камерам сейчас будем разбираться. Смогу я подключить его или нет. Да, смогу. Короче, в офлайн моде нельзя делать. Все, без ревайвми. Exit. Ничего не видно, Саня. Я понимаю. Сейчас все будет. Еще один прогон будет. С синдромом Туретта, да. Ничего не сделаешь. Ничего. Вообще очень много всего, с чем ничего ты не сделаешь, к сожалению. Сейчас еще раз найдем. Еще раз гоняем в PUBG или нет? 90 FPS держит. Давайте, ладно, давайте в PUBG New State закончим. Давайте включаем обычный PUBG. Я вам сейчас покажу, что у нас с FPS в обычном PUBG. Почему большинство компактов это премиум сегмент? Потому что дорого. Что их дорого создавать. Болванки разные. Мне так кажется. Я не понимаю, что с ним происходит. С этим гребаным айфоном. Как же он меня бесит. Владимир, спасибо большое за вашу информацию. Вы добавили дна, напомнили, что в интернете много очень фриков. И хорошо, что вы сразу себя показали. Что пьешь? Водяру. Ну, я буду считать, что это старик-шутка. Я не пью уже 15-ку. Никакого алкоголя. Лечи iPhone как Xiaomi перезагрузкой. Да, ну что делать? Вот что делать? Иногда все работает хорошо, иногда все работает нехорошо. Так, что мне интересно? Мне интересно Extreme. Extreme Plus, Ultra Extreme работает. То есть главное нам что узнать было? Что Ultra Extreme здесь есть. Шипс Диман. Можно трениться до того состояния, что тебя будет тошнить, и тогда ты не можешь есть. Но тогда сердечко гаснет. Вообще вот все приводит к, не знаю, черный юмор, по-моему, все приводит к смерти и даже здоровью. К Xiaomi 1 Apple 0, да, красава. Но еще раз, Xiaomi так не может с ноутбуком в OBS просто подключиться. Что происходит с яблоком сегодня, я не знаю. Он устал. Так же, как что происходит с интернетом у меня. У меня показывает 14 мегабайт в секунду, хотя у меня вот все вообще отключено. Я не знаю, что у меня еще подключено, что ест интернет. Я уже все смартфоны проверил. Все 554 смарта у меня отключены от интернета, вроде бы. Либо я что-то забыл подключить, и что-то обновляется лютейшим образом, и поэтому все плохо. Санька, конечно, шутка. Я помню, что ты не пьешь. Ну, я не считаю, что обязательно не пить. Но если вы уже в зрелом возрасте, как и я советую вам остановиться. Опять же, если хотите быть активны. Хотя, с другой стороны, мал я еще, чтобы... А когда я буду не мал, чтобы, кстати, советовать? Вот мне 41 год. В 50 лет я смогу что-то людям советовать. В 70, в 84... Вот, кстати, лимиточка от Поко. Или в 95. Тоже специфическая. Нет, ты можешь советовать даже в 10 лет, если у тебя эффективно какая-то тема происходит, что ты в чем-то эффективен. Не эффектен, а эффективен. Можешь советовать. Если это не какая-нибудь там крипта или еще что-то, из-за чего люди потом потеряют деньги.
От того, что вы перестанете употреблять алкоголь, табак или запрещенные вещества, здоровье у вас прибавится. А если вы будете это употреблять, и у вас даже будут деньги, вы будете несчастны, постоянно больны. Чтобы получать кайф, надо быть здоровым. Вот, к сожалению, от жизни. Это так же, как я часто шучу за границей, ну, так оно и есть. Чтобы тратить деньги, нужно знать английский. То есть английский учат не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы тратить. И вот примерно то же самое с здоровьем. Если ты хочешь получать кайфушку, его надо... Оно нужно. Без того, ну, не просто, чтобы зарабатывать деньги, но тебе нужно здоровье для того, чтобы кайфовать от жизни. Там, не знаю, ночью тусить по клубам, там, кататься по ночам, чтобы не было расфокуса. Даже на рыбалку, охоту пойти, вон, как у нас народ столько тратил сил, нервов и здоровья. Мне 53 годика. Норм. Лимитки X7 Pro приехали до Москвы. Можешь, Кларк, выставлять их? Мне кажется, на них ажиотаж просто лютейший. Ты уже получил их или нет? Или они просто дошли? Я же просто красивый и умею звонить, да. Андрей, да нет. Просто что-то сегодня непонятное творится. Я не совсем понимаю вообще, что за... Получается, может быть, здесь еще 3 смарта. Но у меня сегодня глючил инет. То есть, объективно, может быть, они даже ни при чем. Когда 554 телефона, человек проверяет. Чтобы вы поняли, я проверяю... О, ёшки! Так, это был Poco X6 Pro. То есть, я проверяю вот эти смарты на, получается, подключение к инету. Все вот это вот. И еще там. Вот раз, два, три, четыре. Вот там еще. Ёшки, теперь отрубил еще и камеру. Все. Не понимаю, в чем дело. Это просто нестабильный инет сегодня. Боссы Honor мстят. Да, все равно им все равно на меня, мне все равно на них. У меня есть вот, у нас там есть там 2 землекопа, 100 человек в онлайне, и хорошо. Если бы стримы, если бы, скажем так, техноблогерам было интересно в онлайне обсуждать, как и я, железки, они бы это делали, правильно? То есть я это делаю уже сколько лет? Очень много. Почему они не обсуждают? У них нет времени. Или считают, что у них ультимативные, в принципе, все обзоры и никаких дополнений не надо. Вот. И, соответственно, боссам их тем более. Кто там стримы смотрит? Я говорю, краш-тесты. Триммер бензиновый заводил. Так, 43. 43%, и одну катку мы можем и сыграть. Так, только единственное, мне надо найти теперь на смартфон, на котором мы поставим секундомер. Давайте на Honor. Будет у него специфика такая. Будет сегодня секундомером. Восстановить часы. Приложение с часы надо восстанавливать, прикиньте. Восстановил. Все, время пошло. Не лагает уже хорошо, да. Во всем нужно видеть свои плюсы. Да им вообще без разницы на меня. Они даже не знают о моем существовании, я вас умоляю. Им это не надо. У них есть там своя тусовка, с кем они, как у нас в армии говорили, ханку жрут, и все, и тусят, катаются по саунам. И больше им ничего не надо. Это ж топ-менеджмент, миллионы. Ну, прикиньте, какие там деньги. Им абсолютно без разницы, как это в интернете работает. Они, не знаю, мне кажется, у этих брендов, вот и конкретно в России, они даже и не знают про существование YouTube. Они просто списывают куда-то деньги и все. Такие, куда бы нам еще списать? Еще там миллионов 40, там 80. Если что, есть еще, ценники поднимем и все на них. Вот 1 миллиард %. Понятия не имеют, как это работает. Им это и не надо. Потому что, смотрите, в магазине они все равно что-то там, бедные бабушки этот продадут в кредит. Продадут. Ну и все, продавцы свое дело сделают. Поэтому, что там в интернете про них скажут, им абсолютно бесконечно все равно. Сколько надо, они закупят обзоров. А уж про мой канал они не знают, я думаю, уже ничего.
Так, а там что у нас, бот был или нет? Да, бот. Они обычно домовухи кидают. Смартфон Honor Top для секундомера. Да. Лучший образец секундомера. Honor обсудили, российские цены на X7, X7 Pro. А я не видел их. Уже есть российские цены на X7, X7 Pro. А что, разве на Али 27, 26 900 была не российская цена, что ли? Какая-то зарубежная? Там их продали, по-моему, штук 1020. Какая разница, почем они там продают? Кстати, в Азии их продают дешевле. Ну, не дешевле, также 27 выходило. Не дешевле, также 27, просто получается без таможни. Тошо, как вариант. Пол Стар, мы рассуждали, на кого это рассчитано. То есть на совсем детей или на кого? И что лучше вместо того, чтобы массированная реклама была, от которой всех выворачивает, от которой всех хочется посылать, они бы лучше сделали ценник адекватнее и все. Так что обсудили уже. Не, ну мне кажется, что все, ну тут можно норм играть, и надо, наверное, паб включать. Про магазины речь. А я не знаю Грейон, я не видел в магазинах. В ритейле уже появился Poco X7, X7 Pro. А, озвучили? Так напиши. Ну, опять же, вот такая у них рекламная кампания. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что маркетологи в голову едят, вот по-другому не сказать. Их посадили на фиксированную зарплату, сказали, у вас 100 миллионов рублей, чтобы отработать свой хлеб. Что они делают? Ну, они осваивают эти 100 миллионов, понимаете? Они же не скажут, что мы вот в нормальных крупных корпорациях есть, допустим, стратегический отдел. И стратегический отдел должен сказать, мы не на маркетинг должны потратить, а в дисконт. То есть там с минимальной маржой эту железку продать, чтобы люди привыкли к этому бренду и покупали потом. Но они делают по пути наименьшего сопротивления. У них, скорее всего, стратегией никто не занимается, у них занимается просто осваиванием бабла. И все. И поэтому, да, они решили поразбивать орехи. Сколько там миллионов этот стенд стоил, сколько стоили миллионов там эти гости, сколько ролики и т.д. и т.п. Ну вот им так, кажется, будет лучше продаваться. Почему? Потому что они в голову едят. Но мы об этом не скажем, потому что мы покупатели, зрители. Я там как блогер, им это мнение не важно. С другой стороны, они делают это что же не для бабушки, которая в магазине потом пойдет его покупать. Я не знаю, для кого. Они его для себя делают. Типа, сколько мы можем освоить бесполезно? 200 миллионов. Ну вот осваивают, и все. То есть это типа соревнования сами с собой, сколько можно потратить денег впустую. И какую сделать еще рекламу, чтобы о тебе говорили, но при этом плевались. Типа плохой рекламы не бывает. Видите, вы же ее обсуждаете. Для разбивания орехов он не пойдет, он недостаточно твердый. Он гнется. Сколько FPS? 120. Все, мы уже выходим отсюда. И правда, это гиблая идея была. Играть вот Ультра Экстрим. То есть все огонь. Можно Геншин, можно Геншин. Ты куда-то пропал. Это было временно. Не забываем прожать лайк. Может, наберем 300 лайков, будет мини-рекорд. Я вчера, когда увидел, плевался. Рекламу? Да вообще какая-то жизнь. Просто за идиотов всех считают такие. Ну, ладно. Им надо в 2015 вернуться, когда люди не шарили в технике.
Люди разбираются в технике все лучше и лучше. И очень наивных с их стороны считать всех имбецилами. Сахар в крови никто не считает. Неинвазивных методов не существует, это вранье. А Геннадий насчет, опять же, допустим, вариантов, где ты можешь использовать 5 секунд. Сейчас мы настройки сделаем. Давление, ну, тоже лучше, чем тонометр нормальный. Никто не придумал ничего. Да, у Xiaomi есть с манжетой часы и есть у Huawei. Ну и все. Да, про рекламу. Ну вот так. Хорошо, что ты за Realme топишь, да? А не за них. Секундомер пошел. 60 FPS я еще не поставил. Сейчас поставим. О, кстати, здесь игровой режим у нас врубается. Performance. Brightness фиксируем. Settings, Turbo, Performance. Ну ладно. Cancel, Cast. Делиться картинкой. Ну и... Почему 60 FPS я уже выставил разве? Уже вроде еще не выставлял, даже 60 FPS он уже показывает. Оверлок и оверхит. Давайте пробежимся, посмотрим, что он там покажет потом. Добрейшего вечера и вам тоже. Ну, время идет, играем потихоньку. Ну, жесть чего. Кларк, 27 был, он, получается, 27 на лихе. Они уже пришли многим. Ну, вот так надо заплатить, потом будет в ритейл. Ну, хороший товар, нет, почему? Реклама, я не считаю, что не должно быть рекламы. Я считаю, что просто она может быть агрессивная, и предмет рекламы должен быть, и, не знаю. Мы, опять же, видите, мы в технике разбираемся, и нам нужен топ за свои деньги. Что нужно остальным, я не знаю. X9BC, тоже такое себе название. Я говорю, они поверили в себя и до сих пор верят, ну хорошо. Рано или поздно они столкнутся с этой реальностью. А может и нет. Может их все устраивает. Может им просто хочется, вот, чтобы о них говорили и все. Им абсолютно не нужны продажи, лояльность, популярность. Им и так круто. Мы же тоже не предполагаем, что может быть так оно и есть. Угу. Так, вихри. Опа. Массово продается только техно. Ну не только техно. Все, он сбросил яркость. По поводу Паласа 13 я вам скажу, что выгоднее смартфона нет просто. Это единственный флагман, который можно было купить за 700 баксов. Свежий флагман. Так. Может быть, у вас другое мнение. И 800 люксов. Ну, он чуть-чуть сбросил, видите? То есть, это вообще шикарная яркость. Главное, камеры не отпадают пока. Тьфу-тьфу-тьфу.
Нет. Достойный чего? Достойный вашего внимания? Вам сколько лет? Такой смешнее некуда просто. Смеюсь не могу. Формулировка. Смарт — это уважаемого человека или нет? Да. Рок 9 разве дороже 700? Красава. В каком моменте времени Рок 9 стал флагманом? Это игровой отличный смартфон. И все. Опа. О, ёшки, пропустил вспышку. Ну и ладно. Можно от него и побегать. Благо эффектов хватает. Я не думаю, я его заказал и все. Зачем мне думать про Samsung? Я рад, что они не на Exynos'ах делают процессоры, свои смарты новые. То есть не надо искать, а где мне купить что-нибудь на нормальном процессоре. Мне кажется, я никогда еще не проходил так долго этого типа. Брак у всего бывает. А, понятно, у него иммунка на нее. А, так можно его вечно долбить. Такими-то темпами. Эффекты прикольные. Опа. Ей! Ну, мир меняется, но видите, вот это и хорошо, что там был BBK, было бешеное количество линеек. Сейчас там, не знаю, у Xiaomi, Redmi, Poco. У Huawei только Honor, кстати. Это может быть не очень хорошо. Так, не-не-не, я хочу транспортироваться куда-нибудь. Телепортироваться. 13R, много перекупов. Ну хорошо, чем больше перекупов, тем дешевле, чем больше конкуренция. Старик, у меня нет мнения. Я купил S25 Ultra и все. Какое у меня может быть мнение? Хорошо, что он есть. Не знаю. Дмитрий, ну я хотел проходить что-то, ну давай. Sony Meizu. Sony там нечего делать вообще на смартфонах на рынке уже давным-давно. Мое мнение. Конечно, нет. Какое, если он $500 на Алихе стоит, с таможней, с доставкой, какой? 490 баксов. High Dift 13R стоит $490 сейчас на этой.
Так, тихо. Где эта штука, где я выбираю, кто со мной бегает? Ждем обзор прожарку. Да, некуда спешить. 6 числа, пока только пришлют. Все. Пошлют мне его 6 числа магазин. Я так и не понял, почему они мне не могут послать раньше. Так. Где-то здесь, вот тут вот. Нет, не то. Мне выбираю тусовку здесь. Нет. Не тратьте деньги на игры только, кстати. Вот на эти все крутки и все остальное. Нет, я не увлекаюсь автопромом китайским. Характеристики, пати сетап. А, ну вот, все. Switch. Все. Это не такой, кстати, прокачанный тоже 70 уровень, это прям не космос. На секундочку. Для меня флагман — это смартфон с лучшими комплектациями на рынке. Ну, опять же, ну, ты рассуждаешь по поводу OnePlus, то, что это не флагман, потому что он не лучшая комплектация на рынке по железу? Или про что-то? Ничего ж себе, это что такое? А, то есть... Так, а что тут за зарубы такие? Да, беру свои слова обратно, да, 70 уровень топа. Другой 70 уровень. Валентин, нет, это же китайская версия, чего и ждать. Ну, когда выйдет, тогда, наверное, куплю, а пока нет. Скорее всего, куплю, потому что все-таки Global интересуется народ. Валентин шарит за Samsung. Валентин, ты будешь новые Samsung брать или нет? Ну, конечно, красава. И Asus — это специфическая тема. Asus — это про игры и про то, чтобы быть прям фанатиком этого дела. Евгений, можно завести на глобалку запись разговора при желании. При том всего чего угодно. И вообще-то нехорошо записывать чужие разговоры без уведомления. Как бы. Ну, смотрите, мы тусовкой тут рубимся. Успел. Жека, привет. Сами понимаете, почему. Потому что дорого, типа. Я не знаю, почему в июне. Или ты занят сейчас? До июня еще как до Китая, конечно. Топчик. Когда плохая память, запись помогает. Да, но к таким людям у меня всего один человек знакомый так делал, и мы к нему относились очень нехорошо.
что абсолютно нормально. То есть тебя и нарезать могут как хотят при желании. Соответственно, смысл поменяется. Можно, я говорю, я к этому специфично отношусь. У каждого свой взгляд. По мне, не уведомлять человека, что ты его пишешь, это такое себе, только если тебя там разводят. А, упадут цены в июне. Ну да, как всегда. Куда они денутся? Так, не туда. Направо идти было. Ладно. Так интересно, я поменял значки, а в правом нижнем углу все равно значок старый у канала. Странно. Даже шнурок питания фуфловой тканевой. Ну еще давайте. Почему Трайн? Ага. Enter the World. Мой Арунбаев. У меня сын не играет в это. У меня сын играет только в Roblox и Майнкрафт. Но если коллеги знают, что вы пишете их разговоры, то почему нет? Если вопрос. А остальные люди, которых вы пишете, тоже знают? Не делай того, чего не хочешь, чтобы делали с тобой. Ну и для меня это приватность, допустим. У всех свой взгляд. Ну-ка. Ну да, разводил. Можно и сымитировать разводил, чтобы потом выкладывать куда-нибудь там чего-нибудь. Я не знаю, с незнакомыми людьми по телефону не разговариваю. Серьезно, никогда. То есть мир настолько большой сейчас уже, что у тебя можно попереписываться, и все. У кого есть время на это? Разговаривать с незнакомцами, тем более разводилами. Супер заруба. Шутки под 300 будут, а какие у нас шутки? Я, мне кажется, самый неюморной тип на ютубе. Тихо. Алексей, я не отвечаю на такие вопросы. Если меня пишут, я думаю, кому и что говорю. Это плохо очень, что не запомнить имена и дата. То есть, когда вы говорите, вы их помните, а когда... Или вам это говорят? Если вам это говорят, то плохо. Я заметки веду. Не помню, с какой стороны здесь заходить, кстати. Евгений Букин. Ну, опять же говорю, все зависит от специфики. Я же не обвиняю в чем-то. Говорю, что для повседневной жизни, допустим, не знаю, там, как, ну, для примера, муж с женой разговаривает, а потом использует такой, вот ты мне говорила, нет, я не говорил. Ну, это какая-то дичь. Или друзья. Ну, то есть, кто-то что-то бывает, конечно, преувеличивает. Но как бы, какой тогда уровень доверия, если ты пишешь близкого человека?
Если незнакомый телефон звонит, разумеется, да. Разумеется, надо писать. Но советую просто не отвечать, и все. Если это рабочие процессы, то никуда от этого не денешься. Сирке, откуда я знаю, тебе надо больше оперативки или нет? Сформулируй мне, пожалуйста. Я не ты. Вот откуда это у людей в голове? Что там? Что случилось с людьми? Так, все, тач уже чуть-чуть. Чуть-чуть такой все. Но пока не сильно все. 20 минут. Я, кстати, хотел проверить яркость. Мне кажется, не такая она и низкая. 460 люксов. Ну, неплохо. Не ниже 400. Компакт. Запоминайте, что S24, S25 Ultra вряд ли сможет. S25 вряд ли сможет лучше. Хочу отметить, это никакой максимальной нет графики, это просто 60 FPS. И каждый раз, когда вам кто-то втирает какую-то дичь на YouTube, что смарт легко тянет на максималках, еще что-то, это люди преувеличивают в лучшую сторону. Для чего вам делать выводы? И вам удачного стрима, Никитос. Спасибо, что зашли. Не забываем прожать лайк. Мы уже сегодня, по-моему, побили рекорд. 300 лайкосов. Так, энергетика. Да, в быту, ну, то есть я бы не хотел вообще общаться с человеком, который меня пишет. Просто тупо не хотел бы. Потому что это работает в две стороны. То есть, если уровень доверия у тебя среди близких, что необходимо тебя писать, ну окей, тогда зачем такие они нужны, близкие? Мой специфичный. Или как ты к людям относишься, которых ты пишешь, если они тебе близки? Йорс, ну там народ будет рассказывать, что у Honor зато реклама, и все их любят. Ну, посмотрите обзоры в других телегах. Honor вообще рулят, просто вы не замечаете. Главное правильно поставить вопрос. О чем я и говорил в самом начале стрима. Что по самым лояльным взглядам Honor выберут только 2%, 1 из 50 как бренд, который будут рассматривать из моих подписчиков, а скорее всего их еще меньше. Вот и все. Но, разумеется, мои подписчики просто недооценивают Honor, потому что я не про все их модели говорю, потому что я их, как бы сформулировать мягко, не смогу продать потом, после обзора. Xiaomi OS не очень. Это ваше, Фанни, субъективное мнение. Какие у вас были смартфоны на руках от Honor и от Xiaomi? Что случилось с брендом Alcatel? Что же самое со всеми брендами? Погуглите. Скорее всего, обанкротился. Нет, не 90% OnePlus. Там 60%, ну как рынок, как реально рынок мировой по продажам. 60% был Samsung и и Яблоко. Ну не 60, ладно. Посмотрите, там в телеге было. Ну, лидеры Samsung, Яблоко и OnePlus. А то, что вы имеете в виду, что OnePlus среди тех 10 брендов, он был лидером среди 32% оставшихся. Вы понимаете? Я, может быть, сделаю еще один вопрос среди 5. Опрос. Для интереса, да, Honor, Samsung. Нет, не Honor. Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus и Vivo. Вот это будет прям заруба топ.
Понятия не имею. Сикекик. У меня не было версии на 8 гигабайт, по-моему. Подождите, или была? По-моему, я не покупал. Вы что же меня мучаете-то? Вы стебетесь? Просто непобедимый человек. Просто непобедимый. Так. Алексей, да. Не забываем прожать лайк, кому не лень. Огромное спасибо всем, кто дошел. Мы сейчас его еще чуть-чуть домучаем. 5 минут. И можно сделать вывод, что это просто обычный, хороший, не глючный пока флагман, компакт, от которого, в принципе, и ожидаешь. А подождите, мы не посчитали, сколько процентов у нас есть в PUBG New State. Кто посчитал? Я сейчас, по-моему, не посчитал. Если не сложно, посчитайте, кому не лень. Артур, я уже говорил, я брал OnePlus 13. Опа. Подлак. Скорее всего, из-за телепорта у кого-то. Вон друзья бегут. Почти замучен. Кастро, мы не делали замера шума, сейчас сделаем. Через 5 минут напомните, и все. У нас такой скомканный стрим получился. У меня к Vivo, допустим, может быть, я, опять же, видите, все, что я говорю с точки зрения еще человека, который знает цену деньгам. То есть нет, я не тот, который там за миллион покупает в золоте смартфон. Я не могу вам говорить, я куплю себе Honor, когда я знаю, что я на нем трачу, теряю при продаже почти сразу 20. То есть я его купил минус 20 тысяч. Если я купил себе OnePlus, не минус 20 тысяч, вообще не шутя, я не могу сказать, что я бы купил какой-то, не знаю, Vivo. То же самое, теряю все время 20-30 тысяч, 23 последний раз на Vivo X200 Pro Mini. И да, вы там, может быть, вы можете как раз быть тем типом, который покупают у таких типов, как я, которые лоханулись и купили его новым. Вот. И в этом случае, да, наверное, можно что-то другое. Но если пойти прям даже в серые магазины что-то покупать, я вам сказал, какие 3 бренда я бы рассматривал. Для начала. 17% PUBG New State за полчаса не может быть. Реально, перепроверьте, пожалуйста, там 17% мы за 30 минут в PUBG New State потеряли. Вот она и автономность. Притом в PC-марке автономность была шикарная. Десять. Евгений Букин. Было вообще 53%, да. Не может быть 36, потому что у нас сейчас 30. Мне тоже так кажется, потому что вряд ли вот сейчас 30%, мы за 30 минут потратили 6% в PUBG, в этом, в Гене. Десять, вот это больше похоже на правду. А сейчас сколько уже? 29 минут. 29 минут, 30%. Считайте 29.
Не, у Vivo надо извращаться, чтобы получить нормальную цветопередачу, и пошли они в топку с этим. Я говорю, непопулярные смарты, вы понимаете, а в глобале они стоят просто как крыло самолета. О, прикольно. О, уже? О, не добили, смотрите. Все, финал. 30 минут, 30% на перформансе. Норм. Не забываем прожать лайк. Я понимаю, что осталось мало людей, они в тельняшках, но вдруг кому. Кто-то убрал лайк, кстати, пока я говорил, не забываем прожать лайк. Уже как-то сил нет. 460 люксов. Надо подождать, пока он остынет, и потом можно будет проверить шим. Чуть-чуть. %70 людей, это знаете, ежики ели кактусы, плакали. Кололись, ели кактусы, плакали. Мыши. А на что не жалуются? Что больше, вот я сейчас объясню, самый большой негатив к брендам, которые покупают как раз, что больше всего пользователей. То есть как положительных, так и негативных отзывов. Вы чаще всего делитесь положительными отзывами или негативными, честно? Чтобы доказать, что вы правы, вы, конечно, рассказываете про положительный опыт. Но также и процент брака, даже если процент брака 0,01% от миллиона проданных экземпляров или 1% от 10 проданных экземпляров. Вот и все. Дэнни, кто сказал, что мне он не нравится? Увидите пломт. Увидите. Китай Global, мне кажется, в первую очередь тем, что нужно платить таможенные сборы, и они вкладываются в стоимость, и все. То есть бренд китайский, в Китае у них есть по-любому какие-то преференции, налоги они платят меньше. У них двойное налогообложение, то есть они у себя заплатили за то, что произвели этот смартфон, и потом еще куда-то за импорт, понимаете? Потом за размещение, за лоббирование, за рекламу, все это вкладывается в стоимость. Скорее всего, да, Йорс. Получается вообще нормально, да. Ну, несмотря на то, что яркость он сбрасывает. Сколько у нас, кстати, в гене получилось? Если 30%, где-то 25%, ну и 400 люксов это не 250. Более-менее адекватная цифра. Более-менее. Так, Sunlight Mode включаем. Вроде 1100 должен показать. 1200. 1200. 1100. Угу. Так, и автояркость сейчас врубим. Посмотрим, что он может нам показать на пределе. Если его прожаривать. 1500, 1600. Но больше и не надо. То есть дальше уже глаза вытекают. 1700. Будем проверять, что сколько держит. Давайте 20 секунд. Держит. 1500, 1600 держит.
У меня нос зачесался, хватит. Опять же, чтобы вы понимали, среди этот смартфон или глобалку OnePlus 13, конечно, глобалку OnePlus 13. Хотя, опять же, кто будет сравнивать компакт с полноразмерным смартфоном? Серега, для того, чтобы работать где-то, я бы смог общаться. Я так думаю. Для того, чтобы общаться с носителями языка, они меня понимали, а я понимал их. Наверное, так. То есть с иностранцами я болтаю иногда. Так, ну что, 16%. С какой целью вы интересуетесь? Куда вы меня хотите устроить? Портовым грузчикам английский не нужен. 22%. Здесь, скорее всего, есть DC-диминг где-то. Сейчас поищем. Хотя в Xiaomi он обычно вшит. 41, 40. €717 Китай. Ну, так же, как и везде. Опять же, китайский смарт. Кстати, как я везде читал, что везде есть, все бенды, 7 и 20 здесь есть. Нет? Нормальный шим. Даже без, ну, допустим, на сотке я обычно использую смарт на сотке. Не нормальная. Замените батарейку. Спасибо большое. Как раз вовремя. Жесть. Так, и даже Радексом, кстати, показывает 12. Нет, ПО не считает он уже. Ну вот, на 25% яркости. 21. И если здесь есть DC-диминг, то, наверное, где-нибудь в инструментах разработчика, да? 5 секунд. Заодно бенды вам покажу. О, не бенда, а Bluetooth кодеки. К сожалению, не во всех смартах можно посмотреть, как мы помним, из оноровских тем, да? Так, переключусь. LHD-SEAL, DAC есть. Ну, основная база есть. Я просто у кого видел не все бенды в обзоре. Я думаю, ну ладно. Странно. Ну окей. Power Mode, к сожалению, здесь на 15-м андроиде не показывает количество FPS. Кстати. Но опять же, в игровом режиме там есть график. Его можно смотреть. И 5 секунд я не вижу здесь. Может, где-то есть DC-диминг. Default frame rate from games. О, вот это вот LTPO зашибись. Не вижу пока. В 4 часа утра как-то не особо хорошо мозг работает. Короче, не нашел. Не супер. Не супер. И еще хочу при вас одну штуку посмотреть. Сам не смотрел еще. Уфотест. Все 120 FPS, 120 Гц. То есть экран у нас в хроме показывает
120 FPS. Богдан, который ты потом никуда никому не скинешь, потому что их никто не знает, что такое Y28. Vivo, я еще раз повторяюсь, великолепный бренд, я их очень уважаю. Они постоянно пишут по поводу того, чтобы взять их новинки без условий. То есть они могут прислать телефоны. Просто, ну как бы мягко так сказать, по мне они никому не нужны. Ну, то есть, когда на безрыбье будет рыба, то, точнее, на безрыбье я, наверное, когда-нибудь возьму у них какие-нибудь смарты. Но покупать я их точно не хочу, это раз. А два, даже, почему я не беру? Потому что я не хочу на них делать обзора. И потому что они не популярны. То есть, люди увидят обзор, подумают, может, они популярны. Без шильдика реклама, даже если с шильдиком реклама. Не знаю, как объяснить. Но Infinix и Tecno более узнаваемо. Но у них и ценники другие. У Vivo ценник космос. То есть, если бы у них был адекватный ценник на что-то, вопросов нет. А так они обычный там низкий средний бюджет продают, как будто это субфлагманы. И ты такой на них смотришь и думаешь, у вас все в порядке, друзья. И ради чего делать обзор, чтобы пена исходить? О том, что они очумели? Ну, они очумели, потому что в Азии они популярны, и все. Так что всем огромное спасибо, что дошли. Давайте скажем друг другу спасибо за стрим и до свидания. Спасибо за взаимное уважение. Было безумно приятно с вами пообщаться. Завтра сделаю интересный опрос. Не-не-не, Йорс, никаких приложений. Никаких приложений. Приложение можно у чего угодно скачать. Только прикол в том, что даже знаешь, да, что когда ты активируешь DC-диминг, вполне возможно, у тебя экран намного быстрее выгорает. Почитай. Эти приколы, я, особенно со сторонними программами, начитался, насмотрелся. Света опять не спит. Старый счастливо, Терн счастливо, Денис, White Cat, спокойный человек, Шипс Диман, отдельный респект, Евгений, Дэнни, Джека, Марк, Аркадий. Да, мы победили 300 лайков. Метеор. Нет, не 14 Pro Plus еще не приехал бы. Как только мне приходит хайповый аппарат из разряда, вот он только сейчас продается, это глобалка, я его купил, я сразу делаю прожарку, обзор, т.д. и т.п. Я спешу, мне их нет. То есть, если я сейчас делаю китайские версии, значит, глобальных у меня нету на руках. Ничего не осталось, кроме Huawei 12i, который, может, вообще не буду делать на него никакого обзора. Вот. И все. То есть так, как только Realme придет, сразу начну его мучить. Я даже знаю, с чем я его буду сравнивать. Максимально унизительно. Алексей, если вам нужны девушки, вы можете зарегистрироваться в какой-нибудь социальной сети и познакомиться с ними. И это будет правильное решение. И как грамотно советовали в моей юности, и оно работает и в моей зрелости или в старости, вы просто идете 10 девушек и спрашиваете всех 10, пойдем гулять, пойдем гулять. И 9 скажет нет, 10 все равно скажет да. Главное, симпатичных для себя спрашивайте, а не идите из-за того, что она скажет да. Для этого на стримы не обязательно приходить. Плохое место для поиска женщин. Технострим, прям, мне кажется, максимально неразумное. Я говорю, у меня антирекорд по... на стримах вообще 1,6% показывает, по-моему, уже на канале для стримов женского пола. Видишь, как сексист очень много чего говорю, к сожалению. Хотя я не сексист. Сейчас скажу. 1,5% женщин. То есть это вы можете на канал про оружие сходить, там, по-моему, 3 с лишним. 1,5%. Это просто вот. Прикиньте, до какой степени этот контент отвратен для женского пола, если они готовы смотреть даже про оружие. Марк, вы очень сильно ошибаетесь. Почему? Потому что проблема Азии в том, что многие азиатские девушки импонируют им только азиатские мужчины. Притом даже в том смысле, в котором вы думаете.
То есть они просто не будут с вами никаких контактов иметь, потому что вы не азиат. И все. Так же, как в Японии. То есть, если вы думаете, что это работает только в какой-то стране, там, допустим, не буду говорить. В общем, вы понимаете, о чем я думаю. Вам много чего кажется, пока вы где-то не ездили. Но везде все одинаково. Вот. И я вот таких лиц, которые думают, что им там 9 скажут «да», которые идут куда-то, и у них у всех спрашивают, а они такие все молодые, красивые, с деньгами, а им все говорят «нет», и они не понимают почему, а потому что здесь, допустим, очень просто определить, девушке нравится азиатский пол мужчины или европейский. Если у нее белая кожа, значит ей нравятся азиаты. Вот, потому что азиатам нравятся девушки с белой кожей. Вот. А если вы писанный красавец с большими деньгами, молодой, и пытаетесь познакомиться с подобной девушкой, вероятность того, что она вас не сразу отошьет, 99%. Но вы об этом пока не знаете, потому что вы пересмотрелись журналов, фильмов, статей и пока еще нигде не были. Вот, и хорошо. Поэтому огромное спасибо всем, кто дошли. Интересно что-то про Азию. Вон, телега в прикрепе. Моя личная, считайте, это как спонсорство на YouTube когда-то было. Огромное спасибо за компанию. Пошел я пилить обзор. Сравнение будет, мне кажется, с iPhone 16 очень даже интересным. Добра и удачи вам, дорогие друзья!